Доброго времени суток, уважаемые бисваперы, с вами Александр, вы на канале Мнеру. Сегодня у нас две очень интересные новости по поводу бисвап. В первой части видео я вам расскажу, что такое Multi-Reward Pool, для чего он нужен, как он работает, как им правильно пользоваться. А во второй части видео я вам расскажу, как принять участие в розыгрыше $4000 в BSV. Итак, ребята, можно сказать, что 2 дня назад у нас запустился новый вид стейкинга на платформе BISWAP. У нас уже был классический стейкинг, есть дофарминг, есть такое понятие как Holders Pool, и теперь появилось такое понятие как Multi-Reward Pool. Это, в общем-то, стейкинг, в котором вам выплачивают награду в 3 монетках. Это, кстати, может какая-то альтернатива, да, робикам. Робики тоже у нас платили в 3 монетах, в долларах, BSV и BNB. По-моему, вот так вот оно и было. Теперь у нас выплата идет в BUSD, в WBNB и в токенах BSV. То есть я уже как бы 2 дня здесь стейкаюсь и получаю уже вот такую вот награду за 2 дня. В чем же главная особенность этого пула? Если в Holders пуле, да, у нас там есть просто блокировка на 90 дней, то здесь есть такое понятие как активные и просто застейкенные BSV. Вот это вот здесь, ребята. Что такое активные BSV? Это BSV, которые подтверждены торговым объемом. То есть, если вы в этот пул просто положите BSV, вот, например, я положил 1797 BSV, то они вам принесут ровно 0. Если вы не обеспечите их объемом. То есть этот пул создан для тех ребят, которые активно торгуют на платформе BISWAP. То есть о накрутке торгового объема мы поговорим чуть позже. Но в первую очередь это для людей, которые делают оборот. Ну, постоянно покупают, что-то продают, там у них идет постоянное движение криптовалют. И вот здесь у нас в уголку написано, чтобы этот пул вам приносил деньги, а на вчера, когда я сюда вкладывал, здесь было 20 тысяч APY, я видел даже, по-моему, 400 тысяч. Я зашел сюда буквально, вот как только вышла новость в Телеграме, я сразу сюда зашел, и тут было что-то в районе 400 тысяч, по-моему. В общем-то, и я поспешил сюда там через часик как бы другой закинуть денежки. Я закидывал, было где-то 15-18 APY. Итак, после того, как вы закинули сюда денежку, вам нужно на каждую 1 BSV, вот здесь написано, 1 BSV равно $20 торгового объема. То есть, если вы хотите положить сюда 100 BSV, то вам нужно сделать оборот на $2000. Ну, эта история точно такая же, как с набивкой Робби бустов для робиков и с набивкой SE энергии для игроков в кальмара. История абсолютно точно та же. То есть, если вы торгуете, у вас этот объем будет набиваться самостоятельно. Ну, чтобы мне обеспечить вот это вот 1800 BSV, мне пришлось сделать оборот в $36 тысяч. Я это делал специально, там гонял в районе $5000. То есть обменял туда-сюда несколько разков. Вот в этой части экрана вы видите, сколько ежедневно распределяется награда. То есть 2000 BSV, 800 BUSD и 2,6 BNB распределяется между всеми участниками. Участников здесь относительно немного. Сейчас люди сюда разместили 1 256 000 BSV. И люди уже получили за 2 дня $5000 выплат. APY сейчас, как видите, 643, что равняется APR 200%. Есть отдельная статья на Zendesk, ссылку оставлю на нее в описании. Здесь тоже все довольно детально расписано. Давайте сейчас мы с вами кратенько пробежимся, отмечу вам определенные моменты. Начнем по порядочку, здесь есть инструкция, потому что у меня уже вот этой кнопочки нет. Когда вы еще не пользовались пулом этим, у вас будет такая вот большая вот кнопочка гореть и будет написано Stake BSV. У меня уже, как видите, уже здесь нет, уже это окошко разделяется на 2 части. Вот есть история вашего объема, вы можете сюда нажать. И вот, собственно говоря, видите торговый объем. То есть 16 числа она запустилась, я сделал объем 36, и на $9 это я купил для акции, о которой мы будем говорить позже. То есть 25-26 BSV купил, это вот $9, они тоже сюда пошли в учет. Если вы нажмете на эту кнопочку, вы увидите историю начисления. Как видите, вот 17 числа я вложил, мне начислили вот здесь развернуть 6 BSV, 2 BUSD $2, грубо говоря, и 0,1 BNB. За сегодняшний день мне вот начислили, получается, 3 BSV, 1,2 доллара и, ну, там какая-то доля 0,01 BNB-шки. Ну, вот это вот суммарно за 2 дня. Награды начисляются ежедневно в 12 часов по UTC, то есть получается это в 3 часа по МСК и по Киеву. Итак, нажали кнопочку Stake BSV, указали сюда количество BSV, поставили галочку с тем, что вы прочитали условия, а условия здесь то, что 60 дней здесь блокировка средств, но блокировка средств какая? 10% от стоимости. Ну, то и бишь рассчитывайте на это, раньше выводить точно не стоит.
После того, как вы уже вложили сюда средства, у вас появляются кнопки плюс и минус. Каждый раз, когда вы сюда что-то вносите или забираете, то у нас, получается, идет пересчет времени. Когда вы докладываете, то каждый раз счетчик начинается заново. То есть, если вы сегодня доложите, то у вас будет опять 60 дней этот тайм-аут. Вот у меня, кстати, видите, наводим на этот знак вопроса, и у меня вот ровно прошло уже 2 дня. Ну, вот даже через час будет 2 дня, как я сюда вложился. 58 дней мне осталось лока и 42 минуты. То есть убирать денежки, я так понимаю, можно без изменения вот этого 60-дневного срока. Как бы смысла особо нет, да, еще и 10% комиссию платить. Так что лучше внести и особо как бы не двигаться. Но если вы знаете, что у вас ежемесячно, ежедневно идет определенные обороты, вы в этом пуле можете находиться месяцами, то для вас этих проблем нет, можете добавлять туда хоть каждый день. Если вы закинули в пул 1000 BSV, то есть на каждый BSV вам нужно сделать оборот $20, то есть оборот должен быть 20 тысяч. Но если вы, допустим, сделали объем торгов $8000 вместо 20, то, соответственно, начислять вам проценты будут всего лишь на $400. Ну, то есть 8000 ваш оборот нужно поделить на 20, и вы узнаете, сколько у вас будет активных BSV. Ну, то есть вот эта вот циферка Active BSV, она может быть намного, абсолютно разная, не зависит от того, сколько вы сюда положили в стейк. Начисляют вам именно за Active BSV, то есть тот объем, который подтвержден торгами. Если у вас нет объема торгов, то вы ничего не получаете в этом пуле. Имейте это в виду. По поводу учета торговых объемов. Вот здесь есть отдельное понятие. То есть есть пары BUSD, USDT, USDT, USDC и DAI USDT. Для этих трех пар есть коэффициент понижающий 0,9. То есть их объем будет учитываться не 1 к 1, а как будто бы, допустим, если вы $1000 сделали оборот, он будет учитываться в этих парах как $900. Это самые популярные пары с самыми минимальными потерями на комиссиях. Потому это так. Ну, ничего здесь страшного нет. В принципе, есть здесь ссылка на отдельную таблицу. Вот так вот она выглядит. Вот эта вот табличка. И, в общем-то, все пары имеют коэффициент 1. И только вот эти вот 3 пары имеют коэффициент 0,9. То есть учитывайте это в своей торговле. Также стоит учитывать, что торговый объем вы делаете на 1 месяц. Ну вот здесь так и написано, вот 30-дневный торговый объем. Поскольку я свой объем весь сделал в 1 день, то на 31 день, то есть мой торговый объем станет равен нулю. И мои вот эти вот Active BSV тоже станут равны нулю. Ну, то есть, если я не буду торговать там в промежутках и так далее. Если вы набивали свой объем, то есть частично, то и сниматься он будет тоже последовательно. Если вы в один день наторговали $10 000, допустим, 1 числа, ну, в первый день открытия пула, на второй день вы наторговали 5000 объема, то, соответственно, на 31 день у вас уберется объем в размере $10 000, а на 32 день уберется второй объем на $5000. Ну, все здесь просто и логично. Максимально вы можете в пул положить 10 000 BSV, минимально 0,01. Ну и вот в этом окошечке, вот видите, возле торгового объема у вас будет вот светиться, сколько у вас объема сгорело. Вот у меня здесь по нулям, у меня здесь получается 30 на 31 день, то есть через месяц, ну через 29 дней, у меня здесь появится вот этот весь объем. 36 000 он у меня сгорит. Так, думаю, с этим уже разобрались, ответил на все вопросы, которые могут у вас возникнуть. Еще, наверное, по поводу торгового объема. Буквально пару советов. Вы заходите в раздел Trade, раздел Exchange и выбираете там, по факту это будет стейблкоин, допустим, USDT на BUSD. Да, допустим, у меня вот есть там 2900 BUSD. Ну, соответственно, допустим, мы ставим сюда 1000. И вы смотрим, что на таком объеме вы потеряете 50 центов. Курс обмена, вот видите, 1.0042. Он не постоянен, он на самом деле меняется. Если здесь подождать какое-то время, можно увидеть, допустим, если кто-то другой будет обменивать в обратную сторону USDT на BUSD, то вот этот коэффициент может меняться. Ну, если кто-то будет менять какую-то существенную сумму. Вот видите, 1.004. То есть цена изменилась. Было 0.42, стало 0.4. То есть мне выгоднее стало сделать этот объем.
И если так вот здесь сидеть и ловить, то можно существенно сэкономить и довольно как бы там дешево там обменять, допустим, 1000-2 долларов с потерей там, допустим, в тех же 50 центов. Но если вы будете менять в обратную сторону, допустим, вот так вот мы сделаем, то здесь ситуация будет другая. То есть в одну сторону курс выгодней, а в другую хуже. Ведь видите, здесь идет потеря сразу почти 3,8 долларов. То есть в одну сторону курс чуточку лучше, в другую хуже. Видите, здесь аж целых 375. А там у нас была аж 0,0, в конце четверочка только была. И вот здесь вот в эту сторону уже как бы, да, нужно сидеть и вот смотреть, вылавливать хороший курс. Но это если вы хотите этим заниматься. Такая вам, в общем-то, подсказка и инструкция. Ну а мы, ребята, переходим к следующей активности. Это в честь запуска нашего мультипула. С 18 по 25 августа, то есть одну неделю, у нас будет происходить 3 активности. Ну, здесь есть кнопочка на ссылку на Zendesk, но особо здесь ничего такого нет. Первая кампания — это социальная активность на 1500 долларов BSV в Твиттере. Ну, в Твиттере будет разыгрываться именно 1000 на 50 участников. Что для этого нужно сделать? Перейти на вот этот Твиттер, здесь, собственно говоря, вот этот твит, сделать ему квот ретвит, указать там свой кошелек BIP20 и 3 своих друзей и заполнить форму. Форма, ребята, находится вот здесь вот внизу. Вот форма для участия в Инстаграм, в Твиттере и на веб-сайте. Чтобы форму не искали, там в том же Твиттере ссылки на форму нет. Она находится вот на этой статье, ссылку я оставлю в описании. То есть это у нас первая активность. Вторая активность — это 500 долларов для 50 победителей в Инстаграме. Здесь, то есть, как бы поскромней, ну и сделать меньше чего надо. Но, естественно, быть подписанным на Инстаграм, сделать репост в стори и тегнуть BSWAP, в комментах тегнуть 3 друзей и мульти-ревард пул experience ваш. Ну и написать там буквально пару слов типа «люблю мульти-ревард пул». Ну и опять же заполнить форму, которая находится внизу страницы. И убедиться в том, что ваш аккаунт не закрытый, чтобы можно это было проверить. Это у нас была вторая часть первой кампании социальной. И у нас вторая кампания Stake and Trade. Здесь разыгрывается 2500 долларов на 50 победителей. Здесь уже как бы поинтересней. По 500 баксов на человека. Это уже поинтереснее, я в ней поучаствовал. Вам нужно купить 25 BSV. То есть просто на обменнике заходите, покупаете BSV. И вот последнюю транзакцию, вот видите, она называется, будет у вас swap токен. Заходите там, вот копируете вот этот вот transaction hash. Вот эту вот штуку копируете. У меня получилось, я закинул в пул 2 дня назад. А чтобы выполнить это условие, мне пришлось этих 25 BSV купить сегодня. Ну, условия, как по мне, абсолютно не нужны. Если человек уже закинул в этот пул, то какая разница, когда он и сколько покупал ваших BSV? По-моему, без разницы. Ну, второе условие — это, естественно, стейкать в пуле. Поскольку я туда застейкал, сам Бог велел участвовать в этой акции. И заполнить форму на веб-сайт партии. И здесь написано, что ты можешь участвовать в обеих компаниях только с одним кошельком. А в разных кошельках, то есть как они это поймут, что это, то есть что это я один человек, а не 2 разных. Ну, странно как бы написано. Почему для этого нужен для первой и второй компании один и тот же волт. Я, кстати, сделал на 2 разных кошелька. Потому что, ну вот пост, короче, в Инстаграме, пост в Твиттере. Ну и форма, да, которую стоит заполнить. Да, вот эти вот 2 транзакции. И да, не сказал еще транзакция по тому, как вы ложите монетки в этот пул, она будет называться здесь депозит, будет подписана. Чтобы вы ее не искали, у меня она просто вот как раз я сделал последнюю операцию, она у меня здесь не уместилась. Не прикольно, короче, сейчас буду ее искать. Так, ну еще, ребята, напоследок, что добавить. Откуда берутся деньги вот в эту награду? В общем, у нас есть раздел Earn. И в этот раздел у нас уходит, если я не ошибаюсь, по-моему, 20% от комиссии, которую получает BSWAP за обмен. И вот эти вот, с помощью всех вот этих денег идут нам выплаты из раздела Earn. Ну, также еще недавно, кстати, у нас прошло голосование. BSWAP поднял комиссию до 0,2%. Было 0,1%.
А сейчас он поднял до 0.2, и вот он пишет, что все равно осталась комиссия самая низкая среди Binance Smart Chain, типа вот сравнивается с Pancake 0.25, MDEX 0.3, ApeSwap 0.3, Dodo 0.3, BabySwap 0.3, но у нас же есть NomiSwap, а NomiSwap там 0.1, и можно вообще превратить это в ноль, если вы туда закинете десятку в стейкинг NMX. Но этот момент они умолчали. Также, ребята, присоединяйтесь к сообществу BSwap в любой из удобных для вас социальной сети и к программе Space Agent для популяризации нашей DEX. В общем, теперь точно, ребята, все. Надеюсь, информация была вам полезна. Не ленитесь ставить лайк и делать репост этому видео, чтобы я почувствовал от вас какую-то позитивную отдачу. На этом все. Всем пока.